Привет! Меня зовут Сергей. И сегодня мы с вами сплетем одну из самых простых 3D фигурок. Это веселый кубик льда. Вот так он выглядит, улыбается, смотрит на нас с счастливыми глазами и надеется на то, что вы как можно быстрее его сплетете. Надеюсь, этот урок вам понравится, поэтому не забудьте за него поставить лайк. Ну что ж, поехали! Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков первых двух рядов смотрят в правую сторону, а открытые стороны столбиков дальнего ряда смотрят в левую сторону. Сейчас мы будем накидывать резинки для двух половинок нашего кубика льда. Сначала накинем для первой половинки и будем использовать по две резинки. Не только в процессе первого накидывания, но и практически всегда при плетении этого кубика льда мы будем по две резинки накидывать. Накидываем с одного столбика левого ряда по диагонали на столбик центрального ряда. Далее представим, что вот этот центральный столбик у нас является серединкой, а вокруг него пойдут лучики. И сейчас мы эти лучики будем накидывать. Вот второй лучик я накидываю из пары резинок. Далее, сильно натянув, накидываю по левому ряду третий лучик. Еще беру пару резинок, накидываю по центру. Это четвертый лучик получился. И переходим на левую сторону. Раз и два. И это у нас получилась первая половинка. Теперь нам нужно сделать еще одну точно такую же половинку, но немножко ниже. Представим, что уже вот этот столбик у нас является центральным, и накидываем лучики вокруг него. Пара. Еще пара, следующая. Третья пара по правому ряду. По центральному ряду накидываем. И переходим на левый ряд. На центральном столбике резинки постоянно опускаем вниз, чтобы они друг с другом не перехлестывались. И чтобы было вообще место для накидывания этих резинок. Ну вот, мы с вами сделали две половинки. И у нас получилась фигура, похожая на квадрат или на некий овал. Далее нам нужно на вот этот столбик накинуть две резинки и закрутить их здесь 3 оборота. Я опускаю все резиночки вниз, которые здесь находятся. Накидываю пару, это получился первый оборот. Закручиваю второй оборот и закручиваю третий оборот. Теперь мы эти резинки должны сплести, накинув их на соответствующие столбики. То есть на те, которым эти резинки и принадлежат. Заводим крючок в центральный столбик и отодвигаем пару, которую мы только что накручивали 3 оборота. Теперь захватываем пару, которая находится выше всего. Снимаем ее со столбика и накидываем на тот, которому она принадлежит. В моем случае вот этому столбику она принадлежит. Теперь захватываем следующую пару. Но здесь резинок так много, что нам это не просто сделать. И поэтому я возьму предположительно следующую пару и натяну ее вот так пальцем, чтобы здесь мне было лучше видно, где она находится. Отодвигаю верхние резинки и захватываю пару, которую я как раз пальцами и на них и указываю. На соответствующий столбик тоже накидываем. Следующая пара у нас по центру. Вот она, я ее тоже пальцами слегка вытягиваю. Отодвигаю верхние резинки, захватываю те, которые держу, снимаю со столбика и накидываю вот сюда. Следующая пара, вот она. Отодвигаем верхние резинки, захватываем эту пару, снимаем и накидываем на соответствующий столбик. И у нас остались две пары не сплетенных, но их уже совсем просто плести. Захватываем и накидываем на соответствующий столбик. Здесь захватываем и тоже накидываем на оставшийся столбик. Все, эту половинку мы сплели.
Далее, прежде чем мы перейдем к плетению следующей половинки, на углах нам нужно сделать наращение из пар резинок. В угловой столбик заводим крючок, вытаскиваем его снизу, накидываем на него пару резинок и вытаскиваем сверху. Другую часть накидываем на крючок. Снимаем со столбика те резинки, которые на нем сейчас находятся, и вместо них накидываем резиночки с крючка. На одном столбике мы сделали наращение и сделаем точно так же вот на этом столбике. Завожу крючок сквозь все резинки, накидываю пару на крючок, вытаскиваю сверху, другую часть на крючок, снимаем со столбика те резинки, которые на нем есть, и вместо них накидываем резиночки с крючка. Итак, мы с этой половинкой расквитались. Теперь нам нужно захватить центральную петлю и перетащить ее на соседний столбик. Захватываем вот эти резинки, натягиваем и накидываем на соседний столбик по центральному ряду. Теперь здесь разбираемся с парами резинок, просто их захватывая из центра и накидывая на те столбики, которым они и принадлежат. Можно поворачивать станок, как вам будет удобнее. Я захватываю изнутри пару, которая находится выше всего, и она у меня относится вот к этому столбику. Захватываем следующую пару, я опять же себе помогаю пальцами. Снимаем ее изнутри и накидываем на соответствующий столбик, то есть вот сюда. Третья пара. Четвертая пара. И две пары осталось, их совсем просто. Предпоследняя и последняя. Проверну здесь крючком, чтобы резинки встали на свои места. Так. Все отлично. Теперь нам нужно сделать наращение вот на этих столбиках, точно так же, как мы делали здесь. Завожу крючок внутрь, накидываю две резинки, вытаскиваю сверху, другую часть на крючок, снимаю со столбика резинки, которые на нем находятся, и вместо них накидываю резиночки с крючка. Последний столбик остался, завожу опять же крючок, накидываю пару, вытаскиваю сверху, другую часть на крючок, снимаем со столбика резинки, которые на нем находятся, и вместо них накидываю пару. Ну вот, опускаем на всех столбиках резинки вниз. И прежде чем мы перейдем к накидыванию резинок следующего слоя, нам нужно увеличить те части, которые находятся в центре. А именно, вот с этого столбика захватываем резинки, натягиваем на соседний, как бы увеличивая это пространство. И вот здесь точно так же захватываем с центрального столбика, натягиваем и накидываем на соседний. Еще раз опустим резиночки вниз. И сейчас накинем целый слой по две резинки вокруг периметра. Две резиночки накидываю на любую пару, например, вот здесь. На следующую пару накидываем две резинки на пару столбиков. Дальше. Еще раз. Переходим к центральному ряду, к дальнему ряду. И так по кругу. Целиковый слой накинули. Теперь с каждого столбика мы должны захватить 4 нижних резинки и с внешней стороны скинуть их внутрь. Вот здесь у нас 4 резинки верхнего слоя и 4 нижних резинки. Мы захватываем нижние и с внешней стороны скидываем внутрь. На следующем столбике захватываем 4 нижних, с внешней стороны скидываем внутрь. Здесь. Далее. Еще раз. На центральных столбиках немножко посложнее. Возможно, вам нужно будет повернуть станок более удобной стороной. Захватываю нижние резинки и тоже их
скидываю. На этом ряду и еще на одном центральном. На всех столбиках резинки опускаем вниз. И сейчас нам нужно сделать точно такое же наращивание на угловых столбиках с помощью пар резинок, как мы делали буквально несколько секунд назад. Заводим крючок внутрь столбика на углу, накидываем пару резинок и вытаскиваем их сверху. Другую часть накидываем на крючок. Снимаем со столбика те резиночки, которые на нем находятся, и вместо них накидываем резинки с крючка. На этом столбике делаем точно так же и еще вот на этих двух. Завожу крючок внутрь, пару, вытаскиваем сверху, другую часть на крючок, снимаем и накидываем резинки с крючка. Теперь переходим к вот этим столбикам. И последний столбик. Поверну опять станок, как мне удобнее, чтобы было. Накидываем на столбик. На всех столбиках резинки опускаем вниз. И сейчас сделаем самый обычный ряд, накидывая на каждую пару столбиков по 2 резинки по всему периметру. И как обычно, с каждого столбика захватываем 4 резинки нижнего ряда и с внешней стороны скидываем их внутрь. Опускаем все резиночки вниз. И сейчас нам нужно сделать еще один точно такой же слой, накинув резинки по периметру по 2 штучки и затем сняв с каждого столбика 4 резинки предыдущего слоя. Делаем самый обычный слой. Снимаем с каждого столбика резинки предыдущего слоя, по 4 на каждом столбике.
Опускаем резиночки вниз. А центральную часть, наоборот, сейчас попробуем поднять наверх. Вот с этих центральных столбиков я захватываю резинки и поднимаю немножко наверх. Вот так. И постепенно у нас вот эта долька льда будет выходить, или кубик льда выходить наверх. Следующий слой у нас будет слоем с глазами. Для создания глаз нам понадобятся 2 черных резинки и также резинки того цвета, который мы используем непосредственно для тела. Я беру 2 черных, сначала одну, закручиваю ее на крючке 2 оборота, 1 и 2, захватываю эти 2 оборотика и накидываю на крючок еще раз. Беру пару вот таких пурпурных резинок, снимаю на них оборот черный и располагаем со 2 на 3 столбик любого ряда. Здесь я опущу резинки и располагаю вот эту деталь. Первый со 2 на 3. И сделаем еще один глаз. Накрутим 2 оборота на крючке, захватим эти 2 оборотика и накинем еще раз. Берем пару наших обычных резинок и снимаем на них вот этот глазик. Накидываем с 3 на 4 столбик. Вот такие 2 глаза получились. Чтобы слой получился полноценным, на все оставшиеся пары столбиков по кругу мы накидываем наши основные резинки. Снимаем с каждого столбика 4 резинки предыдущего слоя. Опускаем на крайних столбиках все резинки вниз, а на центральных столбиках наоборот поднимаем все, что у нас постепенно получается, наверх. Следующий слой у нас будет слоем с щечками. Для создания щечек я буду использовать красные резинки. Принцип их создания точно такой же, как и при создании глаз. Вы можете использовать любой другой цвет резинок для щечек, который вы сами захотите. Итак, берем 2 красных, накидываем на крючок и закручиваем 2 оборота. Захватываем эти 2 оборотика пальцами и накидываем на крючок еще раз. Берем пару наших основных резинок и снимаем на них вот эти оборотики. Располагаем тоже со 2 на 3 столбик, там же, где у нас находится один из глаз. Делаем следующую щечку. 1 и 2. Захватываем 2 оборота, накидываем еще раз на крючок. Накидываем все это дело на пару наших основных резинок. И размещаем с 3 на 4 столбик. Где второй глаз? Я считаю столбики вот отсюда. 1, 2, 3 и с 3 на 4 мы накинули. Чтобы слой был полноценным, на все оставшиеся пары столбиков накидываем по 2 резинки основного цвета.
Снимаем с каждого столбика резиночки предыдущего слоя. По 4 на каждом столбике. Прежде чем мы перейдем к накидыванию резинок следующего слоя, нам нужно сделать рот. Для создания рта нам понадобится одна черная резинка. Накручиваем ее на крючке 2 оборота. 1 и 2. Теперь захватываем резиночки на столбике, которые находятся между щечек. 4 резинки захватываем, натягиваем их и снимаем на них пару черных оборотов. Теперь аккуратно снимаем со столбика эти фиолетовые резинки, при этом на крючке они остаются. Двигаем черные оборотики ближе к центру и возвращаем на столбик резинки, которые мы отсюда только что сняли. Все, черная резинка у нас оказалась за этим столбиком. Центральную часть поднимаем немножко наверх, и сейчас нам нужно сделать 2 самых обычных слоя. Сначала делаем 1, затем снимаем нижние резинки, нижний слой, затем еще раз и опять снимаем по 4 резинки предыдущего слоя. Делаем 2 слоя. На всех столбиках опускаем резинки вниз, а центральную часть поднимаем наверх. И мы уже с вами вышли на финишную прямую. Это значит, что практически все сделано. Единственное, что нам сейчас осталось, это сделать наращение на углах из пар резинок, как мы с вами делали раньше. Заводим крючок внутрь углового столбика и накидываем на него пару резинок. Вытаскиваем сверху и другую часть накидываем на крючок. Снимаем со столбика те резинки, которые на нем находятся, и вместо них накидываем резиночки с крючка. На этом теперь столбике давайте сделаем то же самое. Заводим крючок, накидываем пару, вытаскиваем сверху другую часть на крючок, снимаем и накидываем сюда резиночки с крючка. 2 столбика угловых осталось с другой стороны. Точно так же с ними работаем. Снимаем и накидываем с крючка. И последний столбик остался, вот этот. Опять поворачиваю станок. Снимаем и накидываем. На всех столбиках опускаем резиночки вниз, и почти все завершено. Единственное, что нам осталось, это снять безопасным способом вот эту готовую практически фигурку на 2 резинки. Посмотрим, как это делается. Берем 2 резиночки и накидываем их на любую пару столбиков. Например, вот на эти столбики я накину. Раз.
и 2. Готово. На этих столбиках захватываем резинки нижнего слоя и скидываем с внешней стороны внутрь, как раз на эту пару. С другого столбика делаем точно так же. Захватываем нижние и скидываем на пару. Вот они здесь теперь лежат. Теперь эту пару двигаем дальше, на следующие 2 столбика. Захватываю здесь, передвигаю на соседний, и захватываю здесь, передвигаю на соседний. С этих теперь столбиков снимаем нижние резинки. 4. И вот здесь тоже 4 нижних захватываем и скидываем. Теперь с этих столбиков передвигаем резинки, вот эту пару, с которой мы работаем, дальше, на следующие 2. Снимаю, передвигаю. И, кстати, сразу уже можно, чтобы туда-сюда не бегать, снять вот эти 4. Оп. Поворачиваем. Здесь теперь. Сейчас я вот это дело подниму, центральную часть, чтобы она не мешала нам работать. И передвигаю пару на соседний столбик. И здесь плиту. Изнутри снимаем и накидываем, то есть снаружи снимаем и накидываем внутрь. Передвигаем эту пару дальше. Снимаю на соседний столбик. Здесь захватываю нижнюю 4, снимаю и накидываю вот так. Теперь отсюда передвигаем. Захватываем внизу 4, скидываем. Так, двигаем дальше эту пару. Снимаем на соседний столбик. Здесь 4 нижних захватываем, скидываем. И с другой стороны точно так же поступаем. 2. 4. Оп. Готово. Двигаем дальше. У нас здесь осталось всего 2 столбика. На один сначала накидываем, снимаем 4 нижних. И вот эту пару передвигаем на оставшийся 1 столбик. И на нем захватываем 4 нижних и скидываем. Все, у нас осталось 2 столбика, на которых находятся резинки. И нам нужно сейчас накинуть эти резинки на крючок. Делаем из этих резинок петельку, проведя одну ее часть внутри другой части этой пары. Затягиваем, насколько позволяет прочность ваших резинок. И сделаем еще вот что. У нас кончик здесь очень короткий. Поэтому мы с вами возьмем еще одну пару, накинем на крючок, протащим ее внутри этих петелек. И уже из этой пары сделаем тоже петлю, протащив одну ее часть внутри другой части. Затягиваем. А теперь уже можно вот это дело все вплести. Я захватываю любые петельки, накидываю на крючок и просовываю внутри. Главное, нам здесь ничего лишнего не захватить, поэтому я сейчас еще раз попробую. Оп. Вот так, теперь ничего не расплетется, а вот этот торчащий кончик мы с вами прямо внутрь вплетем. С другой стороны заводим, сюда его высовываем, накидываем торчащие петли и вплетаем их внутрь. Все, ничего не торчит, и наша фигурка практически завершена. Да и, в общем-то, вообще в целом завершена. Единственное, что если хотите, вы можете сделать вот что. На угловой части, вот здесь угол есть и здесь такие условные углы,
И на этих углах вы можете взять и вот так вытащить немножко наружу резиночки. Здесь захватываем, немножко вытягиваем наружу. И это сделает эффект острых углов. Более такой будет квадратный этот кубик льда. Видите, вот эта сторона более гладкая, а вот это как на угол больше похоже. И таким образом вам нужно поработать и с остальными углами. Готово. И наш кубик льда завершен. Вот такая фигурка получилась. Надеюсь, вы с ней справились, и что у вас такой тоже кубик льда симпатичный получился. Я его делал из светящихся резинок, поэтому давайте посмотрим, как он светится в темноте. Вот так все это дело выглядит ночью. Можно использовать его в качестве маленького, совсем маленького светильничка или ночничка. Ну что ж, я надеюсь, вам урок понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пишите комментарии под этим видео. До новых встреч. Пока.